Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к моему видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. Вчера вечером в одном из самых элитных ресторанов Стамбула произошла неожиданная встреча, которая моментально всколыхнула весь турецкий медиапространство. Афра Сарычоглу, Мерт Рамазан Демир и Энгин Акурик, трое людей, чьи имена уже давно связаны с самыми громкими любовными и карьерными драмами, оказались в одном и том же заведении почти одновременно. Ресторан, известный своей уединенной атмосферой и обслуживающий исключительно избранных, в тот вечер стал ареной напряженного молчаливого столкновения, в котором взгляды и тишина сказали больше, чем любые слова. Сначала в зале появилась Афра Сарычоглу в элегантном, но неброском образе, сопровождаемая двумя подругами. По словам очевидцев, актриса выглядела спокойно и уверенно, заняла столик в дальнем углу и, казалось, была готова к спокойному ужину вдали от шума города. Спустя примерно 20 минут в ресторан вошел Мерт Рамазан Демир, с которым Афру до недавнего времени связывали не только романтические отношения, но и брак. Он прибыл один. По словам персонала, его лицо стало напряженным сразу, как только он заметил, кто уже находится в зале. Тем не менее, он сделал вид, что не обращает внимания, и сел за отдельный столик, метрах в 10 от Афры. И, как будто сценарий этого вечера писал драматург, через полчаса появился третий человек, Энгин Акурик. Его неожиданное появление буквально парализовало персонал и гостей, ведь именно с Энгином имя Афры связывают с таинственной, болезненной историей, в которую вовлечены эмоции, слухи о возрождении отношений и даже автомобильная авария, после которой, по словам источников, они не общались несколько недель. Энгин, по словам очевидцев, был удивлен, увидев сразу и Афру, и Мерта. Но он не ушел. Напротив, он занял место у противоположной стены, заказал бокал красного вина и вел себя спокойно, хотя и сдержанно. Атмосфера в ресторане резко изменилась, напряжение было почти физически ощутимым. В какой-то момент взгляды всех троих пересеклись, и это был момент, который журналисты охотно бы обменяли на десятки пресс-релизов. Никакого открытого конфликта не произошло. Но, по словам обслуживавшего стол официанта, Афра выглядела растерянной, несколько раз прерывала разговор с подругами, делала долгие паузы, а ее руки дрожали, когда она держала бокал. Мерт, наоборот, демонстративно не смотрел в ее сторону, но однажды его взгляд все же задержался на ней, когда она обернулась. Энгин же сохранял внешнюю невозмутимость, но, как заметили другие гости, его плечи были напряжены весь вечер. Что именно происходило в мыслях этих троих, остается загадкой. Но по реакции каждого из них можно понять, что прошлое не забыто, обиды не стерты, и чувства, несмотря на все попытки их подавить, по-прежнему живут в каждом из них. Ни один из участников этого молчаливого треугольника не сделал публичных заявлений после ужина. Афра покинула ресторан первой, избегая журналистов. Мерт остался еще на полчаса, затем сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Энгин ушел последним, один, не торопясь, будто дав себе время выдохнуть. Возможно, это была просто случайность. Но в мире, где случайности редко бывают по-настоящему случайными, этот вечер может стать началом новой главы, либо новой войны. Если вы до сих пор не подписались, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр моего видео, увидимся в следующем, берегите себя и до свидания.